шитье, сладой христенка, отдыхай душой, наслаждайся моментом. Лоскутное шитье, лоскутное шитье, лоскутное шитье. Дамы, всем доброго дня! Я Лада Христенко, мастер лоскутных одеял, продюсер Академии лоскутного шитья. Сегодня у нас с вами вторник, юбилейный 600-й лоскутный эфир. И сегодня, по вашим просьбам, мы с вами поговорим о сложных лоскутных одеялах и о порядке сборки. Сразу скажу вам, что в предыдущий вторник, в 599-м лоскутном эфире, мы с вами уже говорили про лоскутное одеяло с георгинами и разбирали, как собирать центр этого одеяла. Кто с нами сегодня первый раз, пожалуйста, наберите в поисковой строке любого канала «Лоскутный эфир 599» и посмотрите видео о сборке вот этого вот узора, центрального узора. А сегодня мы с вами остановимся на вопросах подбора цвета для этого одеяла. Почему? Вот здесь вот одеялко красное. Я очень люблю красный цвет, я люблю носить красные украшения. Ну, люблю я красный цвет, бывает такой, да. Но кто-то любит, возможно, синий, фиолетовый, какие-то другие цвета. Давайте разберем по порядку, каким образом нам с вами лучше подобрать цвет к центру одеяла и к кайме. О кайме мы чуть попозже еще поговорим. Не уходите, оставайтесь с нами. Итак, цвет. Начинающие граждане, которые только-только начинают шить, всегда делают одну и ту же ошибку. Им хочется быстрее пошить. А из чего шить, как цвета подобрать, это кажется на первых этапах неважным. Но постепенно, когда вы начинаете все-таки заниматься лоскутным шитьем всерьез, вопрос выбора цвета для лоскутного изделия всегда выходит на первый план. И вот сейчас давайте с вами попробуем вместе подобрать цвета вот для такого одеяла. Прежде чем это сделать, нужно задать себе один вопрос. Вопрос этот звучит так. А какова светлотность, распределение светлоты или светлотности вот в этом узоре? Ну и, соответственно, в этом узоре. Конечно, люди нашего возраста еще помнят черно-белые телевизоры. Вот представьте, вот сейчас вот стало видеть все черно-белым, представьте, что вы смотрите черно-белый телевизор. И в этот момент вы понимаете, что вот эта часть узора почти черная, да? Вот эта часть узора темно-серая, вот эта часть ближе к светло-серому, да? Вот это очень близко к белому, но не совсем белый. Вот все, что касается вот здесь, это тоже почти черный, ну, со всякими вкраплениями, и вот это светло-серый. Все, теперь возвращаемся в цвет и продолжаем. Давайте с вами начнем с простого. Какие цвета использованы конкретно вот в этом узоре, который вы только что видели на экране? Ну, самое легкое начинать с темного. Темный красный у нас вот такой вот. Следующий цвет, который у нас задействован в этом узоре, посмотрите, это алый. Вот он, алый цвет. Алый цвет можно выбрать вот такой. Ну, а еще я бы выбрала вот такой алый цвет. Он тоже смотрится неплохо, но он чуть-чуть светлее, чем вот этот. Почему я выбрала вот такой цвет? Потому что компаньоном идет розовый. А вот с розовым, несмотря на все богатство выбора тканей, которые у меня есть, у меня проблемы. На мой взгляд, он слишком темноватый. Ну, то есть он немножко темнее, чем мне хотелось бы. Поэтому для того, чтобы обеспечить какой-то баланс, я вынуждена усилить вот этот красный. Смотрите, можно, в принципе, заменить вот этот розовый вот таким розовым, да? Но, на мой взгляд, он какой-то, знаете, в нем очень много синего, и он смотрится каким-то мертвым. И в этом случае, если я хочу использовать вот такой, допустим, розовый цвет,
Я, наверное, буду вынуждена поменять вот этот вот алый, вот такой цвет, на более, так сказать, розовый, то есть более красный с добавлением синего. Вот в тот момент, когда вы выбрали палитру на одеялко, допустим, да, вот основных цветов, конечно же, вам надо поработать еще с зеленым цветом. То есть посмотреть, какого рода зеленый вас устроит в этой ситуации. Это может быть зеленый вот такой, немножко пестроватый, допустим, да, или это может быть какой-либо другой зеленый цвет, но главное, чтобы он был вот такой светлотности, то есть достаточно темный. Я не открою большого секрета для лоскутниц, сказав, что с темно-зелеными сейчас очень-очень серьезная проблема. Их, к сожалению, мало. То есть, как только темно-зеленый цвет появляется в магазинах, на складах его тут же разбирают. Поэтому посмотрите, вот интересный случай. У меня мало совсем темно-зеленого, вот, допустим, такого, да, и я его, посмотрите, миксую с другими темно-зелеными, возможно, чуть меньшей светлотности. Так поступать можно, ну, до определенной степени, пока это не выбивается из общей картины нашего с вами узора. Ну вот, посмотрите, в принципе, вот зеленые, которые нам с вами подойдут, наверное, или могут подойти, да. Ну и смотрите, вот эти вот гораздо темнее, да. Вот эта ткань называется ноябрь. Несмотря на то, что она такая с виду страшненькая, я ее очень люблю, потому что она подходит почти подо все. Вот эти ткани, они средней светлотности, то есть они сюда подходят, ну, только на какую-то отделку, то есть они не совсем вот хорошо коррелируют вот с этим узором, потому что здесь нужно сочетание очень темной ткани, вот такой, и добавление не вот такой зеленой, а вот таких зеленых, то есть более светлых. Если снимать черно-белым фотоаппаратом, да, то светло-серых, скорее всего. Они будут в черно-белом варианте светло-серыми. Вот такие варианты, посмотрите, хорошо сочетаются между собой. И, конечно, говоря о красном узоре, я хочу обратить ваше внимание на фон. И если мы с вами друг друга спросим, а какого цвета фон, вы, конечно, скажете, он белый. Согласна, он белый. Но посмотрите, в этом белом узоре мы можем использовать разное количество белых условно тканей. Ну, во-первых, вот основная ткань вот узора здесь. Я вам показывала в прошлом эфире. Это вот такая ткань, условно говоря, в клеточку. Несомненное достоинство то, что здесь вот постельные оттенки такие светленькие, как бы, да, и этот узор смотрится хорошо. То есть он хорошо заходит как фон, он не кричит, он не мешает, он просто тихо, ненавязчиво присутствует. Сразу вам скажу, что если вы шьете лоскутное одеяло, вот здесь у нас 6 цветов ткани. Каких? Белый, бордовый, алый, розовый, темно-зеленый и светло-зеленый, да? Но если у вас есть возможность, пожалуйста, играйте. Что значит играйте? Допустим, вот на это одеяло, а оно у нас размером 191 на 191 сантиметр, получается по расчетам, вы используете белый цвет. Но этого белого цвета нужно 2 метра 70 сантиметров. Это много, потому что здесь реально много белого в этом одеяле. Смотрите, вы не обязательно должны использовать эту ткань. Это первое. И если у вас есть только такая ткань, вы не обязательно должны использовать ее только по лицевой стороне. Потому что у нее прекрасная изнанка. И как только где-то, а вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь мы пользуемся с вами изнанкой, получается игра. Но помимо этого мы вправе использовать другие белые. Например,
Я уже несколько раз показывала вот эту ткань, к сожалению, она кончается. Я ее, условно говоря, называю ткань с мухами. То есть это на белом фоне вот такие черные и серые треугольнички. Как только мы внедряем такую ткань в узор, начинается жизнь, начинается движение. Можно играть, конечно, с оттенками. Посмотрите, вот желтая изморозь, да? Он чуть-чуть в желтизну отдает, и здесь еще есть такой блеск, это глиттер называется, как бы. Тоже очень хорошо можно поставить такую ткань, и она хорошо зайдет. Вот есть бежевая ткань с таким незначительным легким фоновым узором. Посмотрите. Хорошо, вот на мой взгляд, зайдет прекрасно. А лучше всего заходит сочетание этих квадратиков и треугольничков между собой. Вот еще могу показать ткань, посмотрите, молочного цвета. Вот такого вот, допустим, да, с ножницами. Смотрите. Хорошо. Тула Пинк. Бессмертная Тула Пинк. Вот птички. Ну, птички просто святое, конечно, здесь, да. Жалко, что ее мало. Это что у нас? Это у нас светло-серая ткань, посмотрите. И здесь фоновый узорчик, вышивка, да? Прекрасно. Смотрится прекрасно. Ну и есть еще вот такая белая сниппеты, это осколки. Здесь в этой ткани, смотрите, небольшой градиент. К краям он более бежевый, а к центру он более белый. Ну, то есть и тоже с по белым тканям. Я вам хочу сказать, что, повторить, что не надо выбирать всегда только одну и ту же ткань. И если у вас на это одеяло надо 2,70 белого, вы можете взять 9 раз по 30 сантиметров. Или, допустим, какой-то ткани 30, какой-то 60 сантиметров. То есть, чтобы получилось интересно. Интересно. И вот где-то вот здесь, вот в листочках тоже можно внедрять комбинацию различных тканей. Это мы с вами поговорили про красное одеяло. Несмотря на то, что я люблю красные одеялки, хочу отметить, что большинству из присутствующих у нас в группе Telegram участниц почему-то больше нравятся одеялки сиреневые. И давайте сейчас посмотрим несколько моделей сиреневых одеял вот с такими георгинами и вот с такой каймой. Ну вот, вы посмотрели на эту красоту, да? А теперь давайте зададим себе вопрос. А как фиолетовые ткани подбирать? Ответ простой. Конечно, точно так же, используя понятие светлоты. Если мы хотим подобрать ткань, которая будет замещать темно-бордовую ткань, да, мы с вами возьмем максимально темно-фиолетовую. Вот такую, допустим. Ну или аналоги. Если мы хотим подобрать ткань светлую, да, возьмем что-то вот такого рода, можно даже посветлее. Но поскольку у нас вот этот фиолетовый очень-очень темный, почти черный, да, то вот эта ткань на роль светлой сгодится. Ну и, конечно, надо подобрать что-то среднее. Вот в данном случае я взяла вот такую фуксию. Вот она. Видите, да? То есть хороший получается набор. И, конечно же, вот такие же зеленые листики, вот такие и вот такие.
этот набор прекрасно разбавит. Но вы можете поподбирать и остальные. В нашей группе Telegram, сразу я скажу, есть пост с метражом, сколько требуется вот на такое вот одеяло, причем конкретно по каждой ткани. И в клубе в Лоскутном у нас есть прямо такие технология сборки такого одеяла. Ну, сразу вам скажу, сейчас я продолжу еще про синий, что в разделе тематические одеяла у нас есть наборы на вот такой блок георгин. И к этому набору, заказав такой набор, вы автоматически на свою электронную почту получаете инструкцию по сборке вот такого одеяла, полную инструкцию. Вы получаете черно-белую схему сборки, цветную схему сборки и схему укладки тинсулейта. Ну, потому что вы будете класть еще утеплитель, и вам, в принципе, нужна схема. Все это у вас автоматически будет выслано на ваш электронный адрес при заказе набора на одеяло. Ну, а теперь давайте... Так, я все по-прежнему обнимаюсь фиолетовыми. А теперь давайте поговорим. А вот что, если вы шьете одеяло, ну, скажем, мальчику? Конечно, мальчику любого возраста, да. Мальчику любого возраста, конечно, вы будете шить одеялко, скорее всего, синенькое. Да, синенькое. И давайте сейчас посмотрим модели синеньких одеялок. И вот игра с синенькими одеялками может дать нам массу очень интересных комбинаций. Например, смотрите, темно-синий, средний-синий и условно светлый синий. Вот этот, мне кажется, немного темноватым, но его можно заменить. Например, вот таким. Смотрите, да? Уже стало более контрастно по светлоте. Или, допустим, вот таким. Но в нем слишком много зеленого. А если вот таким? Ну, в принципе, да. Но только мне не нравятся вот эти сердечки. Можно заменить вот такими баранами. О, вот это уже лучше. Можно попробовать заменить вот таким. Ну нет, нет, не подойдет. Можно попробовать вот такую ткань. Но в ней слишком много фиолетового. То есть всегда, всегда, всегда у вас есть выбор. И вы всегда можете выбрать подходящую вам гамму. А если не можете, ну, у нас есть, в принципе, модели таких одеял. И вот, допустим, мы с вами подобрали синий. И даже, возможно, подобрали что-то на листья. Хотя вот это не подойдет, слишком светлое. Можно взять вот такую ткань. Вот она по цвету очень близка вот к такой синей. А на нежно-зелененький можно взять, допустим, вот такой цвет. Ну, всегда можно выбирать. Ну, а что, если мы хотим немного другую гамму? Давайте попробуем. А, зеленый. Подождите, фон. Смотрите. Для фона мы с вами можем использовать различные вот такие цвета. Голубоватые немножко, да, немножко зеленоватые. Возможно, вот такой вот. Посмотрите, вот есть такие бабочки. Они очень бледные и, в принципе, тоже сюда подойдут, хотя в них много серого. Есть вариант, что мы можем акценты в синем одеяле сместить слегка в фиолетовый. Допустим, вот таким вот образом. Или, смотрите, мы можем пойти в более фиолетовые цвета. Например, сделать вот таким образом, поступить, да? Или вот таким вот образом. Посмотрите, да? Получаются очень-очень интересные сочетания. Их много. Ими надо играть. Вот это уже не подойдет. Близкие по светлоте цвета, да? Ну, а если уйдем из фиолетового, можем вернуться, допустим, в синий.
Вот у нас, допустим, вот такой синий есть. В нем мало фиолетового и есть скопление какого-то даже желтовато-зеленого, да? Ну и посмотрим, что к нему можно подобрать. Все это, конечно, делается, как я называю, методом научного тыка. Еще хочу обратить ваше внимание, смотрите, вот этот слишком синий, да? Вот этот подойдет. Но в ряде случаев можно вот эти ткани переворачивать наизнанку. Вот Тамара Санчес, известный педагог, всегда говорит о том, что вы можете использовать ткани по изнаночной стороне. Разворачиваем, изнанка здесь белая. Ну, значит, на основной узор она не подойдет, но может подойти на фон. Рассказывать про сочетание различных тканей, если честно, я могу бесконечно. Ну, то есть, если вы меня остановите, я, конечно, буду продолжать. Ну, давайте сейчас вернемся к основной мысли. Вот сложенные друг с другом два угловых блока нашего красно-белого узора. Сколько и каких тканей нам понадобится? Давайте я по порядку вам все расскажу, а вы все узнаете. Самые темные ткани, допустим, темно-красный, или темно-синий, или темно-фиолетовый, нам понадобится 110 сантиметров. Ну, вообще-то, по моим расчетам, 102. Конечно, все надо брать с запасом, да? Значит, ткани для цветка красный, вот такой красный, вот такой алый, да, нам понадобится 90 сантиметров. Вот этой ткани розовой, она у нас обозначается как светлая, тоже 90 сантиметров. Светлой ткани для листьев, вот такой светло-зеленый, ее совсем мало, ее понадобится только 20 сантиметров. Вот этой темной ткани для листьев, или несколько темных тканей, если вы хотите сочетать, вам понадобится 70 сантиметров. А вот светлой фоновой ткани вам понадобится, условно белой, 270 сантиметров. И, пожалуйста, не забывайте, что вам еще понадобится ткань для окантовки. Это примерно 30 сантиметров. И лучше, если ткань для окантовки будет темной. Можно будет сочетать темно-красную и темно-зеленую. И даже часть ткани сделать красной, часть зеленой. Это уже на ваше усмотрение. Итого общий метраж на одеялко примерно 680 сантиметров. Но это не единственный вопрос. Можете ли вы разрабатывать собственные дизайны одеяла такого с георгинами? Вот у меня, пожалуйста, моделька, да? Вот у меня прямо есть раскраска. Посмотрите. Эти все файлы, которые вы можете себе распечатать, есть у нас в лоскутном клубе. Ссылка вот здесь на лоскутный клуб внизу. Это урок, который называется «Георгины». И вы, в принципе, при помощи карандашей можете разработать свой дизайн. Открою вам страшную тайну. Несмотря на наличие компьютеров и искусственного интеллекта, все мастера лоскутного шитья это делают. Вот, пожалуйста, исходная разработка, сделанная при помощи цветных карандашей на бумажке в клеточку. И только потом все это было переведено в Photoshop и так далее и тому подобное. То есть, если вы хотите самостоятельно разработать дизайн, берите узор, заходите в клуб, скачиваете там раскраски, вот они, да? Вот они. Урок в клубе доступен бесплатно, только за членские взносы. И все материалы клуба доступны за членские взносы. Вот, пожалуйста, дерзайте. И я уверена, что у вас получится. Ну, а теперь, когда мы с вами разобрали различные цветовые варианты, давайте поговорим, каков порядок сборки. В лоскутном эфире 599 мы с вами уже рассматривали, как собирать вот этот центральный цветок. Кто не видел, посмотрите 599. Я просто коротко скажу, что мы его собираем с вами что? По четвертушкам. Вот так, да? То есть одну четвертушку, другую, третью, четвертую, потом четвертушки 2 сшиваем здесь и здесь, здесь и здесь, и потом сшиваем 2 половинки между собой. Тщательно
следя за стыковкой блоков. Итак, мы с вами собрали центр, допустим, да? И что мы делаем после сборки центра? Мы обшиваем его каймой. Здесь у нас немножко более сложный вариант, чем мы делаем обычно. Во-первых, центру, то есть вот этому вот георгину центральному, мы еще даем воздух. Воздух – это пришитые квадратики, либо просто полоса ткани, равная квадратикам, чтобы цветку было свободно, да? И уже после этого мы обшиваем темной каймой. Ну, в данном случае, конечно, зеленая просится, да? И следом за зеленой каймой у нас следует точно такой же слой светлый, ну, в данном случае голубовато-белый, вот такой вот каймы. А вот дальше мы начинаем собирать вот такую сложную кайму, широкую, большую. И основная часть работы – это именно вот эта сложная кайма. Посмотрите, вот схема. И согласно этой схеме сложная кайма у нас делится на 3 части. Какие это части? Это часть А, это часть Б. Ну, люди, знакомые с геометрией, сразу увидят, что части А и Б симметричны относительно оси, да? И это часть В, вот она. Это у нас с вами наш угловой квадратик, о котором мы с вами уже говорили. Очевидно, что угловых квадратиков нам понадобится что? 4 штуки, абсолютно одинаковых. Вот они у нас, посмотрите, да? Обратите внимание, вот здесь поставила другую ткань, чтобы была игра, чтобы было интересно, да? И вот здесь, смотрите, поставила другую ткань. То есть у нас 4 блока В. Значит, у нас с вами 4 блока Б. Раз. Два. Они абсолютно идентичны. Вы можете допустить, конечно, вот здесь небольшую игру с листиками. Вот, посмотрите, вот обратите внимание, вот здесь немного другая ткань, видите, вот здесь немного другая ткань встречается. Очень похожая, но здесь клетка, а здесь у нас листья, допустим, да. И у нас с вами должно быть 4 блока А. Вот они. 4 блока А у меня еще не готовы, но если перевернуть блоки Б вот так, наизнанку, видите, да, то есть вот они ровно через ось симметрии симметричны блоком Б. Давайте сейчас я подведу итоги нашей сегодняшней встречи и скажу, передам вам ключевые моменты. Что здесь важно? Ну, во-первых, сегодня 15 апреля, да? Очевидно, что сейчас уже идет подготовка к Пасхе, а после Пасхи у большинства из вас начнется посевная. Ну, то есть реально вам будет не до шитья лоскутных одеял, как минимум полмесяца вы будете основательно, большинство из здесь присутствующих, занято на своих дачах, мичуринских подсобных участках, частных домах и так далее. Хочу сказать вот что. Не надо есть всего слона сразу, как бы, да? Надо разбить все дела интересные по кусочкам. Первый кусочек надо выбрать ткань. Метраж я вам сказала и не постесняюсь повторить еще раз, потому что это важно и обычно слушают в интернете вполуха. Темных тканей, вот таких, вам нужно 110 сантиметров. Розовых и красных, ну или там светло-серых и темно-серых вам надо по 90 сантиметров. Светло-зеленые вам надо 20 сантиметров, мало. Посмотрите, что у вас в запасах есть. Может быть, у вас все есть в запасах. Значит, вот такой темно-зеленый вам нужно 70 сантиметров, а светлых тканей вам нужно 270 сантиметров. И еще 30 сантиметров любой темной ткани, ну или смеси этих любых тканей, вам понадобится на окантовки. И, конечно, было бы наиболее удобно, если бы вы ткани выбрали и заказали уже сейчас. Сколько-то будет идти посылка, у вас полмесяца будет посевная, а вот потом,
когда вы на Мичуринском, на даче, там, в доме, там, будете в более уже спокойном состоянии, у нас есть одна ученица, Надежда ее зовут, она говорит, я шью всегда по утрам. Кто-то говорит, что он шьет вечером, там, ну и так далее. Вы уже можете спокойно на даче, на швейной машинке или даже на руках шить вот эти диагональные квадраты. Шить их достаточно просто. И в 599-м лоскутном эфире на минуте 4:39 я вам рассказывала, как сшить 2 диагональных квадрата. А на минуте 6:48 мы с вами разбирали, как шить из 2 квадратов 20 на 20 8 вот таких квадратиков. То есть вы можете использовать скоростную сборку. И у нас в инструкции вот к этому вот одеялу четко в табличках и текстом все написано, сколько каких квадратов, какого цвета, в каком сочетании. Потому что здесь, смотрите, есть бело-розовые, да, красно-розовые, посмотрите, бело-зелено-бордовые, допустим, да, там темно-зеленый, светло-зеленый, то есть разные квадраты, и вам просто нужно знать, сколько квадратов резать, сколько квадратов шить. Сразу скажу для начинающих, пожалуйста, если вы вообще никогда не занимались лоскутным шитьем, не шейте такое одеяло сразу. Дойдите хотя бы до узора, который называется узор из прямоугольных треугольников. Если я не ошибаюсь, это вот этот урок начальной школы. Поэтому самое простое, что можно сделать, это первое, закупить ткани, потому что они кончаются везде уже, да. Второе, начать обучение в начальной школе по абонементу. Это дешево. И дойдя до урока, допустим, прямоугольный треугольник, вы можете остановиться, сшить вот, допустим, такое одеяло, и дальше ваше обучение продолжить. Но это целиком на ваше усмотрение, это воля ваша. Я просто хочу сказать, что лоскутное шитье – это, конечно, потрясающая вещь. Я бы сказала, что это очень развивает мозги. Почему? Потому что вы, во-первых, начинаете думать над проектами, да? То есть вот берете раскраску и создаете свои узоры, да? И этим хорошо заниматься еще с ребенком. Вот рисование узоров, не пользование дисковым ножом, конечно, нет, а вот рисование узоров, проектирование. Это очень, ну, посмотрите, да? Это очень хорошая вещь для занятия с детьми. Это развивает воображение. Это карандаши, это вам не фломастеры, это хорошо. Это развивает мелкую моторику. Где взять карандаши, я сейчас скажу. Смотрите, вообще карандаши бывают разные. Я сама из города Томска, ну, я давно живу в Москве. У нас была замечательная карандашная фабрика в городе Томске, и она очень гордилась тем, что карандаши делают из кедра. То есть карандашную дощечку делают из кедра. На самом деле, вообще-то гордиться было нечем, потому что грифель этих карандашей, которые были из кедра, был удивительно плохой. Он был блеклый, плохо рисовал. Очень хорошие карандаши фирмы Faber-Castell, вот она. Импортные карандаши. Это, но, к сожалению, коробочка таких карандашей стоит свыше 7000 рублей. Я считаю, это запредельно высокой ценой. Понятно, что таможенные пошлины, понятно, что доллар там и так далее и тому подобное. Но, в принципе, вы легко на Озоне найдете очень хороший заменитель. Ну вот, допустим, посмотрите, вот карандаши. Вот такие вот. И я даже возьму на себя смелость бросить ссылочку на эти карандаши на Озон. Я ими не торгую. Нет, я просто нашла подходящие карандаши. Вот такие. Они достаточно хорошо в рисовании. То есть они такие восковые, как бы, да. Ну вот, посмотрите, вот как раз этими карандашами нарисован рисунок. Грифель не ломается, карандаши сделаны из липы, как я понимаю, ну, то есть они комфортные очень в рисовании. Ну, и, в принципе, меня еще иногда спрашивают, а надо брать трехгранные карандаши или круглые, или шестигранные.
Совершенно все равно. У меня есть и трехгранные карандаши. Вот фирма Девенте она называется. Посмотрите. Тоже я купила их на Озоне. Смотрите. Здесь вот такая вот штука. Ой. Ну ладно. То есть вот таким вот образом вы можете все это разложить. Сейчас я подниму то, что там внизу. И пользоваться вот такими карандашами. Вот, кстати, интересный момент. Вот карандаши упали. И смотрите, грифель не сломался. Кстати, хороший показатель. Конечно, на такого рода карандаши полным-полно всяких механических точилок. Так, пусть фирма Браубек заплатит мне за рекламу. Это просто обычная точилка, кстати, очень удобная. Итак, отвлекаясь от карандашей и точилок, да, мы сегодня с вами разобрали, в принципе, как собирать лоскутный топ одеяла георгины. Еще раз повторю, сначала собираем центр, потом обшиваем каймой, и потом собираем сложную кайму. У нас 3 вида элементов, и каждого элемента здесь у нас элемент зеркальный, элемент А, элемент Б и элемент Б у нас. Таких по 4 элемента, и после этого мы с вами собираем кайму. Очевидно, что после этого мы делаем сэндвич. Сэндвич — это лоскутный топ, утеплитель. Утеплители все есть в нашем учебном магазине. Вам рулона 3 метра, который идет со скидкой. Вот так хватит на это одеяло. Еще немножечко останется как бы. И, в принципе, на подкладку лучше ставить штапель. Я часто об этом говорю, много говорю об этом. Штапель остался у нас в учебном магазине. Он там еще по докризисной цене, по низкой. Ну и, в принципе, штапель состоит обычно из смеси хлопка и вискозы или только из вискозы. Он очень комфортен к телу, приятен. Он делает одеяло пластичным очень. Вы, в принципе, можете купить как у нас, так и, в принципе, в любом магазине. У меня на сегодня все. Я надеюсь, что я все вам объяснила. С вами была Лада Христинка, мастер лоскутных одеял. Всем удачного дня! Лоскутное життя з Ладой Христенко. Отдыхай душой, наслаждайся моментом. Лоскутное життя, лоскутное життя, лоскутное життя.